Ребята, всем огромный привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы сейчас находимся в Мексике, в штате Веракрус. И сегодня совершим прогулку. Так выглядит наш отель красивый. Находится в самом центре Веракруса. Также здесь находится ресторан Вилла Рика. У нас в нем будут завтраки. Это сам отель. Здесь есть парковка, которая предназначена именно для тех, кто отдыхает в отеле. Кстати, первое, что мы увидели, когда зашли в отель, так это то, что здесь каждую субботу и воскресенье проходит выставка российской продукции, сувениров. Хотела вам показать, как здесь проходит российская выставка, но, к сожалению, снимать видео и фотографии нельзя. Находится вот с левой стороны. Здесь также находится зона регистрации. Встречают приветливые администраторы и рассказывают всю информацию об отеле и возможностях, которые у вас здесь есть. Как видите, здесь очень много гостей, поэтому не хочется их тревожить. И сейчас мы поднимемся на этаж выше, где проходит выставка. А вот здесь вот ярмарка, ребята. То есть продается одежда, звучит громко музыка, можно попить кофеечек здесь, купить какие-то товары, все очень яркое, розово-красные шарики. Различные товары, так необычно. Но помимо этого здесь также есть спа, который можно дополнительно заказать, и есть тренажерный зал. Множество тренажеров, кстати. И гантели есть, и беговая дорожка, и эллипсоид, и велосипед. Очень здорово. Я думаю, что я даже завтра с утра позанимаюсь. На этом же этаже можно посмотреть на галерею того, как выглядел отель в разные годы. Вот это, например, был в 1950 году, 2005 год. Так выглядит Веракрус. Это площадь Веракруза. Что я здесь обнаружила? Самое главное, чуть не упустила. На этом этаже есть еще и бассейн. Единственное, что сегодня, конечно, не самый лучший день для того, чтобы здесь купаться, так как очень многолюдно внутри. Но зато какой здесь вид открывается на главную площадь города. Это же красота какая! Ну, давайте поднимемся к нам в комнату, и я вам покажу, как она выглядит. Комната у нас в классическом стиле. Есть две двухспальные кровати, прикроватная тумбочка. Также, что для нас удобно, так это то, что здесь есть и обеденный столик, и письменный стол, где мы можем расположить свои ноутбуки и монтировать видео. Огромное зеркало по центру комнаты. Также есть шкаф, где находится телевизор, много различных полочек, где мы расположили свои рюкзаки, шкаф для одежды. Также в нашей комнате, что необычно, есть раковина, еще одно большое зеркало. Нам положили шампунь, кондиционер, мыло, водичку, все как обычно. В ванной комнате, что нетипично для Мексики, у нас действительно ванная, а не душ. Положили нам также чистенькие полотенца, унитаз. Собственно, есть вообще все необходимое в этой комнате, чтобы отдыхать и смотреть прекрасный город Веракрус. Также можно открыть наше окно и посмотреть на центр Веракруза, на соседние здания цветные. Сейчас мы пришли на завтрак. Теперь стараемся приходить на завтрак рано, потому что всегда есть выбор
Здесь у нас омлетик с беконом, точнее скрэмбл яйца и фасоль. Здесь у нас еще один вид яиц. Это, знаете, это что-то типа мутулени, то есть они в жидком соусе. Конечно же, свежие булочки у нас здесь, хлебушек. Давайте еще здесь посмотрим, что у нас есть. Это у нас различное мясо. Это бекончик и свинина, и картошечка молодая в сыре. Здесь у нас курочка и что-то типа чилакилис, но не совсем. Это здесь у нас лепешки тортилья с сыром, с луком и в томатном соусе. А это классический вариант чилакилиса. Ну и здесь у нас жареные бананы и панкейки. Также есть и йогурты. И вон, видите, клубничные йогурты, классические, фруктики, дыня, папайя, ананас, арбуз. Всякие добавки к йогуртам можно сделать себе. Есть 3 сока, дыневый, виноградный и яблочный. Также дополнительно предлагают кофе. Сейчас мы выезжаем из нашего отеля. Удобная система парковки. Вечером оставляем ключи, нашу машину паркуют, а с утра отдаем волшебный квиточек, и нам пригоняет машину ко входу. Мы заранее заказали экскурсию у Monkey Fish, чтобы покататься на каяках и отправиться на остров Сакрифисиус, где можно поснорклить. Сейчас мы находимся у импровизированного шатра, как раз у этой компании. Оставляем здесь все свои вещи, берем маски, трубки, все снаряжение и скоро поедем на каяке до соседнего острова. Как мы знаем, город Веракрус считается портовым городом на берегу Мексиканского залива, поэтому, чтобы насладиться в полной мере красотой этого места, мы выбрали данную экскурсию, чтобы отправиться на каяках на соседний остров, смотреть подводный мир. На соседнем острове мы, насколько я понимаю, высаживаться не будем. Сам остров небольшой, на нем есть красивый маяк, но мы в большей степени будем наслаждаться подводным миром, который сегодня, надеюсь, мы увидим. В самом начале нам надели спасательные жилеты, сказали, что лучше иметь солнцезащитные очки и даже кепку. Поэтому сейчас Томочка опять пошла в машину, чтобы забрать наши кепки, которые там находятся. Также сейчас будет небольшой брифинг с нашей группой. Сейчас на брифинге инструктор рассказывает, как управлять каяком, как в него садиться. В общем, все вещи для тех, кто до этого даже никогда не имел опыта. Мы, конечно, до этого пробовали сплавляться на каяках, но не сказать, что это наше любимое средство передвижения. Como les decía, la clave está en la comunicación. Cualquiera de los dos puede decir, vamos a remar pura derecha. Entonces empezamos.
наверное, минут за 15-20 мы дошли до этого острова. Здесь мы можем видеть только красивый маяк, который, как я знаю, работает от солнечных батареек здесь. Вот. И дальше наш сопровождающий говорит, что сейчас мы поплывем вдоль острова. Сейчас мы поснорклили, и причем, когда плаваешь у каяка, то рыб вообще нет. Но чем ближе ты плываешь к берегу, то появляются рыбки, и риф лучше видно. Но на самом деле это, конечно же, не Египет, и тут не стоит ожидать каких-то многочисленных рыб. Да, это скорее такое, знаете, спортивное развлечение. Немножко прокатиться на каяке до острова, посмотреть, полюбоваться природой, потом немножко поснорклить, поплавать. Примерно минут 20-25 мы, наверное, снорклили, плюс полчаса на каяках добирались, сейчас еще, наверное, обратно плывем, может быть, еще какую-то точку заплывем. Вот, но инструктора все помогают вам и высадиться, помогают вам забраться, все, ваши каяки они все привязывают, вам все рассказывают, говорят, все остановочки, ну, в общем, все сделано достаточно удобно. Также нам сейчас гид рассказывает о том, что остров, возле которого мы снорклили, на него нельзя высаживаться и по нему гулять. То есть нужно какое-то специальное разрешение. Раньше это было возможно, а сейчас, к сожалению, нет. То есть можно подплыть к этому острову, ну вот покупаться здесь можно, да, но вот именно гулять по нему и высаживаться, к сожалению, нельзя. Хотя на этом острове очень красивый маяк, ну и природа. Несмотря на то, что каяк не является нашим любимым средством передвижения, но мы все равно с тобой молодцы. Мы доплыли. огромные молодцы, потому что каяк это вообще не наше, но такой опыт, он интересен, потому что практически другого способа добраться до этого острова нет. Есть какие-то моторные лодки, но это как отдельно нужно идти к океанариуму, там покупать билеты, бронировать их, а тут быстро приехали и покатались на каяке. Также это развлечение можно использовать как занятие спортом с утра, потому что мы сюда приехали в 8 утра, мы здесь видели, как на берегу много людей по набережной бегает, занимается спортом, поэтому это тоже своеобразная утренняя гимнастика, утренний спорт. Давай, Петюня, что у нас получилось все. 2 часа все это длится. И вот мы, в принципе, рады, что воспользовались данным предложением. Ссылку на компанию, которую мы бронировали тур, оставим в описании. Стоимость подобного тура 700 песо с человека. После того, как мы поактивничали немножко утром, мы приехали в отель, поработали, Кирилл продолжает работать, а я все-таки решила прогуляться по городу Веракрус. Все-таки мы здесь будем совсем немного, посмотрю на замечательности, погуляю, в общем, проведу это время с удовольствием. Вышла из нашего отеля, и здесь через дорогу находится одна из главных достопримечательностей, это площадь Сокола. Здесь немного шумно, жизнь здесь кипит и днем, и ночью, и утром, круглосуточно. Очень много людей. Здесь находятся уличные торговцы. В палатках можно приобрести сувениры, украшения, одежду. Мне кажется, что здесь сейчас ведется небольшая реставрация этой площади, поэтому какая-то часть огорожена.
Сейчас пройдемся мимо этих палаточек. Местные сувениры. Уверена, что здесь должно быть очень дешево, потому что интернациональных туристов не так много. Здесь же продаются и сигары. Посмотрите, и огромными коробками они продаются. На этой площади я дошла до здания правительства. И здесь написано, что Веракрус считается городом-героем. Он, кстати, 4-жды город-герой и стал свидетелем многих вооруженных конфликтов. Небольшая историческая справка, друзья. Оказывается, именно с города Веракрус началось колониальное завоевание Мексики. Поэтому этот город имеет, конечно же, большое историческое значение. А за мной находится здание правительства со смотровой башней. Здание правительства или здание мэрии было построено в 17 веке и перестроено в 18. В 18 это здание приобрело стиль барокко. Вы видите смотровую башню. Раньше там были дозорные, которые следили за кораблями. Также выполнен в стиле барокко, белого цвета, который украшает эту площадь Сокола. В Веракрус также можно устроить себе сити-тур, где махают рукой и едет смотреть на исторические достопримечательности. К сожалению, сейчас собор закрыт. Я дошла подальше, чтобы полюбоваться на его архитектуру. Видите, часть площади перекрыта, поэтому приходится ходить по таким улочкам. Я хочу дойти до набережной, а именно эта дорога и ведет туда. Поэтому приходится проталкиваться даже немного. Я сейчас иду в сторону набережной. Здесь тоже множество палаток, где можно купить сувениры. Буквально огромный торговый ряд. Тоже все по очень низким ценам, поэтому вы теперь знаете, где покупать сувениры, если все-таки доберетесь до Веракрус. Интересная палатка, где продают что-то типа льда в специях. Смотрите, как это выглядит. Вода. Продавец не очень дружелюбно посмотрела на камеру, поэтому я думаю, что им это не нравится. Но это забавно. То есть они берут какие-то местные специи, добавляют в лед и это едят. Вот здесь тоже. Я дошла до начала набережной. Здесь находится порт. Можно посмотреть на огромные корабли, на грузовые. Очень впечатляюще. Здесь тоже что-то перестраивают. Здесь же расположен очень красивый монумент президента Мексики, который правил в 1917-1920 годах. Здесь же с набережной открывается вид на главную достопримечательность Веракруса. Конечно же, как вы поняли, это крепость Сан-Хуан-де-Улуа. Ну, конечно же, вы не поняли по названию, но то, что это крепость, это видно, конечно же. Построена в 17 веке для защиты от пиратов, которые угрожали безопасности города своими набегами. А в 19 веке в этой крепости была тюрьма. И самым знаменитым узником там был местный Робин Гуд мексиканский, которого звали Чучо Эль Роту. Также здесь можно увидеть еще один красивый монумент, который посвящен местным героям, которые защищали Веракрус от различных набегов со стороны Мексиканского залива. Вы знаете, по набережной было интересно прогуляться. Посмотрите на местных торговцев и на те, какие снеки они продают. Вот этот вот лед меня вообще удивил, буквально на каждом шагу. Но как-то все не очень дружелюбно относятся к камере, не знаю почему. Может, потому что я как бы снимаю, но ничего не покупаю. Скорее всего, из-за этого. Вот, но не хватает, знаете, каких-нибудь скамеечек, чтобы посидеть, полюбоваться на Мексиканский залив. Поэтому я сейчас ухожу с набережной и еще немножко прогуляюсь по городу. У меня тут возникла одна идея. Конечно, Кирилл вряд ли бы поддержал, точнее он поддержал бы, но только чтобы это я попробовала. Я давно хочу попробовать морской коктейль. То есть это не тот морской коктейль, который, знаете, в пачках продается, а это когда креветки в томатном таком соусе или в томатном соке с добавлением лучка и чили. Безумно хочу попробовать, потому что в детстве я любила разводить томатную пасту, добавлять туда лук и закусывать хлебом. Вот, я понимаю, что это вообще совершенно другое, но мне очень хочется попробовать и понять, нравится мне это или нет. Кирилл бы ни за что в жизни такое не стал есть. В общем, этот коктейль я видела уже в других городах Мексики.
Вот, и даже как-то хотели мы все-таки остановиться, чтобы я его попробовала в какой-то, знаете, местной палатке. Я думала, что здесь на набережной тоже будут такие палатки, но здесь у них это не распространено. Здесь, знаете, здесь больше именно вот этот вот какой-то странный лед, причем у них очень много всяких кафешек с мороженым, и тоже подают вот этот лед со специями. Вот, тоже интересно попробовать, но на текущий момент я хочу именно попробовать морской коктейль, раз уж Кирилл не пошел со мной гулять, чтобы потом его не утомлять этим, я решила это сделать сейчас. Поэтому я возвращаюсь с набережной, снова прохожу вот эту кучу палаток, потом вот этих вот мимо продавцов, которые продают поделки на сумки, на духи, на часы, на очки, на все что угодно, вот здесь вот именно. Вот. Нахожу самое первое кафе морепродуктов и уверена, что там будет это блюдо. Видите, как это называется? Как-то Glorious. И вот здесь вот вкусы уже внизу. Знаете, общее впечатление от Веракруса, это, конечно, не какие там исторические города, как там Паленки, не Мерида. Видно, что все-таки город, он немножко беднее. Очень много людей, но это еще из-за того, что выходные. И хочу отметить, что очень многие исторические здания, они немного потрепаны, им требуется реставрация. Конечно же, сейчас тоже проходит реставрация, но она, знаете, вот тоже буквально каждые 100 метров. И непонятно, проводятся там какие-то работы или просто перекрыли эти здания. Вот здесь вот находятся вот такие вот мороженые, которые называются Гера-Геру. Это в честь какого-то тоже национального персонажа. Тоже после того, как попробую морской коктейль, хочу зайти и посмотреть поближе, что там продают. Я зашла в местное кафе морепродуктов. Это очень локально все выглядит. Здесь сидят только местные, туристов никаких нет, европейцев нет. И я вижу, как за соседними столиками как раз едят этот морской коктейль. Здесь вот он находится в меню. Можно заказать маленький размер, средний и большой. Также на выбор можно пробовать с морепродуктами, а можно пробовать либо с улитками, либо со осьминогами, либо микс. Ну, слушайте, для первого раза я думаю, что лучше всего выбрать креветки, поэтому я выбрала пока только креветки, но зато я сказала смешать все соусы, которые только есть, то есть прям такой, чтобы, знаете, был прям локальный, потому что мне это безумно интересно попробовать. Стоимость маленького здесь 60 песо, среднего 100 и большой 170. Вот, я увидела, как выглядит большой, может быть, я бы его и осилила, но пока возьмем маленький. Мне принесли, ребят. Вижу, здесь также добавляют масличко, авокадо, зелень, несколько креветочек. Давайте пробовать. Мне, кстати, даже вот просто к этому коктейлю принесли еще такос и огромный соус. Вы знаете, мне нравится. Здесь еще лук и лаймовый соус. Точнее, я думаю, что здесь не лаймовый соус, а здесь просто добавляют лайм свежевыжатый. Мне реально очень нравится. Кто любит всякие такие штучки, обязательно пробуйте, это вкусно. Тем временем у меня здесь еще и живая музыка. Такая вот неожиданность. Ну все, я перекусила. Сейчас хочу показать вам кое-что еще. Я зашла в местную кафешку, где продают мороженое. Видимо, здесь какая-то местная знаменитость, которая открывала эти кафе Геро-Геру. И вот здесь продается мороженое различных видов. И еще вот такие штучки, типа фрозен. Это лед. Это то, что продают вот на улице. Но здесь это как-то все более, знаете, так выглядит прилично очень. Буквально просто рядом 6 кафе, вот эти вот Гера-Геру, причем на улице зазывают. Я взяла все-таки себе фрозен, есть еще необычный Глория, но я решила попробовать фрозен, он и подороже, вроде поинтереснее. Хотела взять себе вкус чумой. Это что-то типа как маринованных фруктов со специями специальными мексиканскими, но не было этого вкуса, поэтому я взяла себе маракую. Готовит мой напиток, причем сначала вы оплачиваете, а потом забираете напиток и говорите, какой вкус вы хотите. Это, конечно, дико интересно попробовать. Muchas gracias. Вот, ребят, смотрите, как эта вкусняшка выглядит. Теперь надо куда-то сесть и это попробовать. Вы знаете,
Это очень интересный вкус. Похоже на мичеладос, коктейль, который мы постоянно вам рекламируем из пива. Но только это сладкий лед, фруктовый. В моем случае это маракуйя. Сверху перчик чили, соль. Также трубочка тоже вся в перчике. Вот видите, вот здесь вот видно. Но мне, кстати, нравится. Прямо для таких гурманов, как я, напиток просто чудо. Погуляла еще чуть-чуть без камеры. Без камеры, потому что там вроде ничего интересного не было. Кстати, очень много, знаете, таких, я даже не знаю, как их назвать, людей, которые стоят у магазина и постоянно тебе пытаются открыть дверь, чтобы ты им заплатил деньги за то, что они открывают тебе дверь. Вот Веракрус это вообще практически на каждом шагу. И что самое интересное, иногда они даже собирают очередь людей в этих магазинах, чтобы поочередно люди заходили в магазин и как бы им платили. Это очень странно. Вот. А сейчас тем временем я снова на площади Сокола. Здесь поставили стульчики. Такое чувство, как будто бы сейчас начнется какое-то представление. Причем здесь сидят уже зрители, а там готовятся артистки. Скорее всего, здесь будут какие-то танцы. Поэтому люди в ожидании, но они так сидят уже минут 15, потому что минут 15 назад я тоже проходила мимо этой площади, они также сидели. Вот, а я возвращаюсь в отель, не буду дождаться этого шоу. Возможно, завтра мы еще с вами увидимся и посмотрим вместе на форт, который смотрели с набережной. Там его было почти плохо видно. А если отсюда ехать из центра, то это минут 15 займет. И часа 2 пешком займет еще. Но если ехать из центра, это займет минут 15 на машине. А если пешком, то вообще 2 часа. Поэтому попрошу завтра Кирилла туда съездить. У нас уже следующий день, ребята, и мы выехали на шоссе. Я попросила Кирилла поехать до крепости, которую мы сейчас смотрели с вами с набережной. И мы доехали до этого места, но там дорога перекрыта, и достопримечательность сегодня закрыта, так же, как и эта дорога. По всей видимости, сегодня праздник местный, и поэтому, к сожалению, туда не удалось попасть. Поэтому я с вами прощаюсь. И если вам понравилась прогулка со мной и наше путешествие на каяках, обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Всем до новых встреч, увидимся в новом городе Мексики.